Всех приветствую на моем канале. Сегодня вам предлагаю связать теплую шапочку из толстой пряжи. Это пряжа Нако, называется Джерси. Вязала шапочку таким интересным узором. Он плотный, объемный и прожорливый. Вот на такую шапочку размера 54-56, это не бини. У меня ушло почти 200 грамм пряжи, совсем осталось чуть-чуть. Примерно 180 грамм пряжи необходимо на такую шапочку. Но шапочка получается теплая, как я уже сказала, узор плотный, объемный. На моем канале есть мастер-класс по вязанию такого узора, о том, как вязать его и по кругу, и поворотными рядами. Я вам сюда ссылочку добавлю в верхний правый угол экрана и обязательно в описании под видео тоже продублирую. Шапочка имеет высокий отворот, 10 сантиметров. Отворот фиксированный. По изнаночной стороне хорошо видно вот этот рубчик, благодаря которому у нас появляется складочка, и отворот всегда держится на месте. Кстати, посмотрите, узор очень интересно смотрится и по изнаночной стороне шапочки. Шапочку я вязала с убавлениями. Убавки тоже очень классно вписываются в узор, органично смотрятся, практически не нарушая картинку узора. И макушечку, конечно, стягиваю я всегда методом ромашки. Это очень хороший метод, благодаря которому макушка плотно стягивается. Здесь нет никаких растянутых петель и нету отверстия. По ходу видеоурока я вам все покажу, как это все выполняется и вяжется. Давайте приступать. В сегодняшнем видеоуроке мы свяжем эту шапочку по голове, то есть это не шапочка бини, но вы можете связать и бини, если увеличите высоту шапочки до убавок. Я вам расскажу, как рассчитать эту высоту, как красиво рассчитать убавки и как стянуть макушечку, чтобы она была аккуратной и красивой и не растягивалась и не было никаких отверстий лишних. Мы сегодня рассчитаем на любой размер эту шапочку. Я вам покажу, как выполняются расчеты. Нужно снять две мерки. Это обхват головы и расстояние между мочками ушей через макушку. По сути, это расстояние от одной мочки уха, вот так вот через макушку до второй мочки уха. То есть это расстояние. Наша шапочка должна прикрывать мочки ушей и проходить через макушечку. Дальше мы приступаем к самим расчетам. Мы рассчитываем общую высоту шапки, то есть вот это расстояние между мочками делим пополам и добавляем 1 сантиметр. В моем случае это 23,5 сантиметра. Общая высота шапки — это высота от края шапочки до самой высшей точки. Дальше нам нужно рассчитать радиус донышка. Что такое донышко? По сути, это вот место, где идут убавления. Донышко выглядит как плоский круг. То есть, если мы вяжем шапочку снизу, это круг с убавлениями. Если сверху, то есть от макушки, то наоборот круг с расширением. Мы начинаем вязать донышко, когда начинаем делать убавления. И радиус донышка рассчитываем следующим образом. Мы обхват головы делим на 6,28. 6,28 это постоянный коэффициент. Это математическая формула. 6,28 это число π умноженное на 2. В моем случае получаю примерно 9 сантиметров будет радиус донышка. Дальше мы рассчитываем высоту шапки до убавок. То есть вот это вот место, до того, как мы начали вязать убавление. Ее мы рассчитываем следующим образом. Мы из общей высоты шапочки вычитаем радиус донышка и получаем 14,5 сантиметров. То есть я должна связать 14,5 сантиметров ровным полотном без убавлений, а затем начну убавочки. Но один момент, когда мы рассчитываем эту высоту, полотно растягивайте, потому что когда мы надеваем шапочку на голову, она немножко растягивается у нас, и в результате чего вязание становится как бы короче. И не забудьте делать вот этот момент, иначе у вас просто глубина шапочки будет маленькая. Связали высоту шапки до убавок и приступаем к убавлению. При вязании спицами необходимо делать 4 убавки в каждом ряду или 8 убавок через ряд. Можно их разместить, как я вот разделила, на 4 клина, можно разделить на 8 клиньев.
Давайте приступать к вязанию. Начинаем вязание шапочки с отворота, то есть резинки 1 на 1. Берем спицы 6 мм и производим набор петель только на одну спицу. Я буду выполнять обратный набор, чтобы был красивый край у отворота нашей шапочки. Как выполняется обратный набор петель на моем канале, есть уже подробный мастер-класс. Можете перейти посмотреть, кто не знает такой способ. Набрать нам необходимо четное количество петель, потому что вязать будем резиночкой 1 на 1. И еще плюс одну петлю для того, чтобы замкнуть вязание в круг. Я наберу 58 петель и плюс еще одну петлю, то есть в общей сложности 59 петель. Я уже набрала петельки. Теперь самую первую петлю, которую мы набрали, я переодеваю на вторую спицу, а последнюю петлю с этой спицы накидываю на переодетую петлю и подтягиваю. В итоге мы замкнули вязание в круг. Также обращайте внимание, чтобы петли не были скручены, то есть ровненько распрямите все петельки и затем только замыкайте вязание. Дальше мы будем вязать по кругу. Можете методом Magic Loop, можете на 5 спицах, как вам удобнее. И мы приступаем к вязанию первого ряда. Вяжем его резинкой 1 на 1. Все петли я подхватываю за заднюю стенку. А когда будем вязать второй ряд, то лицевые петли будем подхватывать за переднюю стенку. У нас не должны получиться скрещенные петельки. Лицевой стороной у нас будет именно вот та вот изнаночная сторона резинки. Обратите внимание, первый ряд вяжем все петли, подхватывая за заднюю стенку, а все последующие ряды лицевые вяжем за переднюю стенку, а изнаночные так и будем продолжать вязать за заднюю стенку. Вяжем таким образом на высоту отворота шапочки. Я хочу, чтобы отворот был 10 сантиметров, поэтому свяжу чуть больше, потому что при растяжении у нас маленько потеряется высота, когда мы наденем шапочку на голову. Я уже провязала отворот шапочки на необходимую высоту, он 11 сантиметров. Когда мы наденем шапочку, она растянется по голове, и высота отворота уменьшится, будет примерно 10 сантиметров. Благодаря обратному набору петель, когда мы сделаем отворот, у нас будет красивый наборный край. Сейчас нам нужно сделать так, чтобы отворот зафиксировался, чтобы была линия сгиба. Для этого мы берем спицы 7 мм. И сейчас лицевые петельки мы снимаем, нить за работой, а изнаночные провязываем изнаночной. Лицевую сняли, изнаночную вяжем. И таким образом мы будем вязать на протяжении 3 рядов. Вяжем только изнаночные петли, а лицевые снимаем нить за работой. Я провязала 3 ряда только лицевые петельки. Сформировался такой четкий отворот, как бы линия сгиба. И дальше будем вязать уже саму шапочку на необходимую нам высоту. Посмотрите еще один момент. Бывает, что вот эти петли, которые мы снимали не провязанными, вот таким образом сильно вытягиваются. В этом случае их нужно обязательно подтянуть. Берем наш сгиб и как бы четко вот по этому сгибу подхватываем петельку и вот так вытягиваем. Прям ровно на сгибе. Нужно просто подтянуть. И чтобы не было вот здесь вот таких торчащих петель, вот таким образом расправляем. И у нас эти петельки становятся аккуратные, вытянутость уходит. Дальше мы можем переходить на любой узор. Можем продолжить вязать резинкой 1 на 1. Я буду вязать такой граненой резинкой. Не знаю, как правильно она называется. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Ссылочку на этот узор я вам оставлю в описании под видео. Или можно продолжить вязать резинкой, которая похожа по виду на английскую, но вяжется намного проще. Она идет без накидов,
Ссылку на мастер-класс вам также оставлю в описании под видео. В общем, вязать можно любым узором. Я продолжу граненой резинкой. Для вязания такой граненой резинкой необходимо будет добавить еще одну петлю. Я ее провяжу вот так из петли на ряд ниже, просто лицевой. И дальше провяжу ряд обычной резинкой 1 на 1. Выполняю вторую лицевую. И так далее уже продолжаю вязать узор согласно мастер-классу. Я уже связала необходимую высоту шапочки. Обязательно измеряйте высоту в растянутом виде, потому что когда мы шапочку будем надевать, она растянется и ее высота уменьшится. Поэтому обязательно при измерении высоты шапочку растягивайте. Дальше мы будем выполнять убавление для нашей шапочки. Для этого нужно шапочку разделить на 4 части. Кстати, еще обратите внимание, что закончила вязание шапочки я целым количеством раппортов. Я разделила шапочку на 4 части, отметила петельки маркером. Это петли, вокруг которых будем вязать убавление. Еще обращаю ваше внимание, что отмечаем именно изнаночные петельки. У меня на спицах 59 петель, поэтому ровно все не разделилось. Ничего страшного, если одна часть чуть меньше на одну петлю, вторая чуть больше. И посмотрите, вот здесь вот у нас стык рядов. И я отметила первую изнаночную петлю прямо возле стыка рядов. И дальше уже распределила остальные 4 части. И посмотрите, как мы будем выполнять убавление. Ряд у нас начинается сразу же с убавления. Вот у меня отмечена петелька маркером, и мы будем вязать вместе 3 петли. И причем вот эта петля, которая отмечена маркером, будет в середине. Вяжем их, маркер пока уберем, и вяжем эти 3 петли вместе за переднюю стенку. И полученную петельку вновь отмечаем маркером. Дальше вяжем согласно схеме узора. У меня узор должен начинаться с лицевой петельки. У меня здесь лишняя изнаночная. Я ее просто провязываю по рисунку. Изнаночная. И дальше приступаю к вязанию раппорта узора. И таким образом провязываем до второго маркера. Посмотрите, вот у меня до второго маркера осталась одна петелька. И я опять же отсоединяю маркер и вяжу эти 3 петли вместе за переднюю стенку. И полученную петельку отмечаю. Все, таким образом мы провязываем возле каждого маркера. Дальше опять идет изнаночная и приступаем к раппорту. Я довязала до конца ряд с убавлениями. В следующем ряду мы убавки вязать не будем. То есть убавочки у нас будут вязаться через ряд. Мы петельки, которые у нас отвечают за убавление, будем вязать по рисунку. А остальные петли будем включать в раппорт узора. Вот у меня первая петля идет лицевая. Я ее так и провяжу. Маркер убираем. Петлю, отмеченную маркером, я провязываю тоже лицевой. Переношу маркер на следующий ряд. И следующую петлю я уже могу включить в раппорт узора. То есть в предыдущем ряду она у нас провязывала просто изнаночной, не входила в раппорт. А сейчас она входит в раппорт и провязываем ее. И то есть дальше вяжем наш раппорт узора до следующего маркера. Вот я провязала несколько раппортов. Следующая петля у меня уже в раппорт не входит, поэтому я ее вяжу просто по рисунку. Она идет лицевая. Я ее и провязала лицевой. Дальше петлю, отмеченную маркером, также вяжу лицевой. Переношу маркер на следующий ряд. И уже смотрю, если сразу же могу начать вязать раппорт узора, вяжу раппорт. Если петля не подходит к раппорту узора, просто вяжу ее по рисунку. Но вот сейчас она у меня уже может сразу же включиться в раппорт, поэтому я провязываю ее. Все, и таким образом мы вяжем возле каждого маркера.
Я довязала до конца ряд без убавлений. И сейчас вновь буду продолжать выполнять ряд с убавлениями. Вновь будем вязать 3 петли вместе. И начинаем наш ряд опять с того, что вяжем 3 вместе за переднюю стенку. Полученную петлю отмечаем маркером. Дальше вяжем петли по рисунку, не дойдя одну петлю до следующего маркера. Опять же смотрим, можем ли мы сразу же начать вязать раппорт узора. Я здесь вижу одну лишнюю изнаночную петлю, провязываю ее по рисунку и дальше приступаю к раппорту. Вяжем по узору до следующего маркера. Я уже практически довязала. Вяжу последний раппорт. И подошла ровно к маркеру, не довязав одну петельку, и выполняю 3 петли вместе. Отмечаю полученную петельку маркером. И дальше опять же у меня идет сначала одна изнаночная, петля, которая не включается пока что в раппорт узора, и дальше я приступаю к вязанию самого узора. То есть таким образом мы вяжем наше убавление, провязывая 3 петли вместе через один ряд, пока на спицах не останется порядка 10 петель. Я уже провязала несколько убавок. Посмотрите, на спицах у меня осталось всего 11 петель. Видите, как сократились петельки между маркерами. Там, где участки были поуже, осталось по одной петле, где участки были пошире, осталось по 2 петли. И теперь мы закроем нашу макушку методом ромашка. Кстати, обратите внимание, как аккуратно выглядят убавочные линии. Они очень органично вписались в узор самой шапочки и не бросаются в глаза. Маркеры можем уже убрать. Посмотрите, последняя провязанная петля, от которой у меня идет рабочая нить. Я ее вот так подвигаю в начало ряда, так как мы делали при вязании узора. И надеваю на спицу. То есть я последнюю петлю вернула в начало ряда. Теперь смотрите, что мы делаем дальше. Мы берем вторую петельку, подтягиваем ее и накидываем на эту переснятую петлю. Затем берем следующую петлю, опять же подтягиваем и накидываем на первую петлю. И таким образом перекидываем все петли. Каждую петлю нужно обязательно подтягивать. Посмотрите, мне уже осталось перекинуть последнюю петлю. Я ее опять же подтягиваю и накидываю. Убираем спицы. Теперь подтягиваю петельку, которая была на спице. Затягиваю эту вытянутую петлю. Обрезаем рабочую нить. И хвостик нити вводим в эту вытянутую петлю и все хорошенько подтягиваем. Посмотрите, как хорошо стянулась макушка и без отверстий. Эту ниточку мы сейчас уберем на изнаночную сторону и спрячем. Я вдернула остаток ниточки в иголку, просто вывожу его на изнаночную сторону. И по изнаночной стороне уже прячем хвостик. Я спрятала все хвостики. Наша шапочка готова. Если вам понравилось, то не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Не забывайте нажимать колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео, которые будут выходить на моем канале. До скорых встреч. Всем пока-пока.